Меня зовут Кирилл. И сегодня вместе с моим другом Петром мы находимся в деревне Тинтагель, в месте, где несколько веков назад возвышался над утесом одноименный замок, служивший резиденцией древних британских королей, а также вобравший в себя легенды о короле Артуре, статуя которого была установлена здесь в 2016 году. Всем привет, доброе утро, и мы готовы выезжать в наше длительное путешествие двухдневное на край земли, на The Land's End. Да. Да, я еще недостаточно хорош в произношении исконно английских названий. Значит, нам предстоит преодолеть порядка 300 с чем-то миль, это больше 500 километров в одну сторону. Мы посетим несколько замков и увидим небывалые красоты Атлантического побережья Великобритании и искупаемся, я надеюсь, в слегка прохладных осенних водах этого водоема природного. Да, вот, и мы готовы отъезжать уже 5:30, чуть даже больше, мы слегка опаздываем, но я надеюсь, мы нагоним это время, и все будет у нас четенько, все в дорогу. Наше путешествие началось в Лондоне, в южном пригороде британской столицы Бромли, откуда мы отправились на запад. По пути нам предстояло посетить 5 древних замков, увидеть небывалую красоту графства Корнуолл и к вечеру выехать к краю земли, самой западной точке Англии, где мы должны были встретить закат еще одного осеннего дня. Наконец, солнце встало и, освещая дорогу, наполнило день яркими красками. Движение становилось менее интенсивным, и в скором времени мы выехали за пределы Большого Лондона. Мы двигались на запад, проезжая Бейзинсток, Андовер и Стоунхендж, оставшийся справа. И вот, наконец, мы въехали в Корнуолл. Пригороды и деревни разительно отличаются от британской столицы. Мостовые сменяются более узкими проселочными дорогами, все чаще мелькает сельская техника. Пейзаж показался нам более светлым и просторным, где поля простираются до самого горизонта. Первая станция. После 4 часов поездки мы достигли нашего первого местоположения. Наша первая остановка – городок Лонстон, знаменитый руинами древнего Лонстонского замка. Построенный в XI веке, данный замок одно время был административным центром графства и резиденцией графов Корнуолла. Впоследствии замок утратил свое значение и в настоящее время является местным туристическим центром. В самый последний момент запрыгнули в замок. Следующий наш маршрут на пути. Ну, посмотрим, что тут у нас. Замок Рестормель представляет собой круглое оборонительное сооружение возрастом около 800 лет.
Его хорошо сохранившиеся конструкции и современные обозначения показывают всю тонкость и мастерство архитектурного дела тех времен, когда почту вместо интернета перевозили на лошадях, а вместо смузи люди пили крепкий домашний эль. Мы остановились тут у замка Рестормель. Не пустили нас, не разрешили нам снимать с дроном, поэтому пришлось только пользоваться наземными услугами операторов. Но мы все равно получили некое удовольствие, согласись, потому что стены, древность, и просто ознакомились с архитектурой древних сооружений. Двигаем дальше. Теперь у нас на пути 3-й замок, и мы ближе к побережью. И становится свежее и жарче одновременно. Парадокс. На подъезде к замку Кайерхейс мы совершенно случайно остановились у заброшенного забора. Зайдя внутрь, мы обнаружили выступ, с которого, как на ладони, открывался вид на величественное побережье. Волны неспешно накатывали и отступали, а твердые скалы упорно возвышались над океаном на сотни метров. Замок Кайерхейс в тот день был закрыт, поэтому мы решили задействовать дрон и сняли немного кадров этого замка с высоты. Замок, как и бухта, возле которой он находится, расположен в живописном месте и окружен лесами. Старинное каменное здание неоднократно восстанавливалось благодаря частным владельцам, которые предлагают использовать место и как гостиницу, и как локацию для съемок, и как место для проведения свадебных церемоний. Насладившись спокойствием отступивших волн, мы двинулись дальше на юго-запад. Впереди у нас был замок Сент-Майклс-Маунт, который расположился на острове, соединенном с большой землей узким перешейком, затапливаемым частыми приливами. Нам повезло. Отошедшие воды Атлантического океана дали нам возможность прогуляться по берегу и сделать несколько запоминающихся снимков. У нас было лишь 30 минут в Сент-Майклс-Маунт. Следующим на пути и последним перед краем земли был маленький портовый городок Пензанс.
прогулялись по набережной, сделали круг по центру города, который обошли за 15 минут, и, поняв, что впереди у нас еще много интересного, двинулись к краю земли. Край земли — это то место, где любые слова излишни. Первый день нашего путешествия подходит к концу. Мы, преодолев 500 с чем-то с лишним километров, потратив 7 часов нашего пути, мы оказались на краю земли. По-английски это называется как? Land's End. Да, вот у меня нет такого прекрасного произношения пока что, но я к этому стремлюсь. И мы находимся действительно на самой западной точке Англии. Не Великобритании, а Англии, потому что Великобритания — это в Шотландии есть точка, она чуть-чуть западнее. Вот. Но, тем не менее, это Атлантический океан, и этот вечерний бриз, он уже дает о себе знать, уже осень, поэтому прохладно. А мы продолжаем нашу программу, и завтра мы направляемся севернее, мы посетим прекрасные места западного побережья, и обязательно все это снимем на камеру, на наш дрон, который сегодня, несмотря на сильный ветер, сражался и все заснял как надо. Позавтракав, мы отправились к последнему месту в нашей программе. Это 70 миль и почти 2 часа пути вдоль северного побережья Корнуолла до замка Тинтагель. Как тебе на перегонки с дроном? Нормально. Нормально? Победила дружба. Победила дружба, да. Приехали мы в наш последний замок. Называется Тингейл. Может быть, правильно назвал? Посмотрим. Миленькая деревушка. Мы сейчас идем гуляем и идем в замок смотреть. Большая с нами. Меня зовут Кирилл, и сегодня вместе с моим другом Петром мы находимся в деревне Тинтагель, в месте, где величественные скалы Британских островов год за годом встречают не менее величественные воды Атлантического океана, несущие в себе дух свободы и спокойствия.
весело. Посмотрели замок. Провели 4 часа в нашем заключительном месте. Полетали на дроне. Очень классно сделали кадры. И теперь с чистой совестью возвращаемся в столицу Соединенного Королевства, город Лондон. Время в пути у нас где-то 4,5 часа. Мы рассчитываем приехать к вечеру. Вот. Ну а там как пойдет. И Петр, поделись впечатлениями от поездки. Все было отлично. Красивое место. Очень-очень рекомендую всем посмотреть, если кто здесь побывает. Вообще очень-очень красивые под впечатлениями. Просто мы всем все понравилось. Я не знаю, каков будет в итоге финальный монтаж, но я надеюсь, что красивая музыка и набор кадров вас вдохновит, друзья. Увидимся снова вскоре в новых роликах. До новых встреч!